Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мои захотели лапшичку. Буду готовить лапшичку. Попросила сына купить суповую курочку. Вот купила вот такую курочку, она очень жирная. Я ее почистила, посмолила, почистила. Но вот жир, конечно, это я лишний весь буду убирать. Суповая курочка, я думаю так, что она не очень молодая, потому что курица очень жесткая. Поэтому, наверное, придется его долго варить. Чтобы она быстрее сварилась, мы сейчас его располовиним. У меня самой силы не хватит, сейчас муж будет располовинивать у меня его. Курочку поделила на 4 части, буду закладывать. Надеюсь, так оно быстрее сварится. Лишний жир весь удалила, кошечкам да собачкам. Как закипит, пенку снимаем и будем варить на небольшом огне. Бульон закипает, будем убирать пенку. Это надо сделать обязательно. Бульон закипел, огонь убавляю. Еще раз пройдусь. Отправлю в бульон столовую ложку соли без верха. Так мясо будет вкуснее. И пусть оно варится теперь. Вот на среднем огне будет вариться минимум 1,5 часа. Так, бульон у меня потихонечку кипит. Пока мясо варится, мы займемся тестом. Тут у меня в чаше 400 грамм муки. Разобью сюда 4 яйца. Яйца домашние, есть желточек желтенький. Сюда же добавляю чайную ложку соли. Яйца взболтаем, размешаем с солью. Так как тесто будет у нас тугое, мне будет катать немножко тяжеловато, я добавлю сюда пару столовых ложек растительного масла. Этого делать не обязательно, просто мне будет легче катать. Вот теперь объединяем. Тесто готовим, замешиваем без добавления водички. Довольно-таки тугое тесто будет у нас, но оно будет в работе очень комфортное, эластичное, а результат на выходе будет прекрасный. Сначала ложечкой. Лапшичку я готовлю сегодня на 1 раз. Смотрите по своей муке, смотрите по размеру яиц. Бывают яйца очень крупные, то, возможно, ложку-2 муки придется добавить. Перехожу к ручкам. Зачищаем стенки чаши, затем вымешиваем тесто. Вот тесто у меня получается немножко жидковатый получается. Вот это тесто меня не устраивает. Поэтому я сейчас на стол насыплю пару ложек муки. И эту муку буду вмешивать все в тесто. Получилось вот такое вот туговатое тесто. Собираем все крошки и отправляем тесто отдыхать на полчасика. Через полчасика еще раз помешаю его. И потом уже можно будет работать. Это пусть отдыхает. Тесто хорошо вымесилось, поделила вот на 2 колобочка, буду раскатывать. Раскатывать немножко сложно, потому что тесто по-любому тугое. Раскатывается без проблем, без муки. Настолько тесто тугое. Лапша будет очень-очень вкусная. Я думаю, такой толщины будет достаточно. Тесто катала без грамма муки. Это тесто расстеливаю. Пока я буду 2-й кружок катать, 1-й кружок немножко подсохнет, и нам будет удобнее нарезать лапшичку. Раскатываем 2-й кружочек также. 2-й кружочек также раскатываем без муки. Чем меньше муки вы используете при раскатке теста, тем прозрачнее будет у вас бульончик. Бульончик у вас не будет киселеобразным. 2-й кусок теста тоже раскатали. Отправляем его подсушиваться. А будем нарезать 1-ю. Практически она немножко подсохла. Не думаю, что будет прилипать. Но на всякий случай пострахуемся. Так вот слегка-слегка припудрим. Не хочу сильно длинную лапшичку делать. Поэтому я сейчас его буду нарезать покороче. Так.
Теперь сворачиваю пополам и буду нарезать. Слишком тоненький не буду нарезать, такой средненький, миллиметра 2-3. Прекрасно. Ничего не прилипает. Нарезаем другой круг. Также слегка все-таки подсыплю, припудрю немножечко. Надрезаю. И также нарежу. Лапшу все нарезала. Бульон готов. Не хочу использовать весь бульон. На один раз нам много. Разделю бульон, перелью часть в другую кастрюлечку, чтобы нам хватило на один раз. Бульон перелила немного. Убираем в стороночку. Ставлю другую сюда. Огонь поднимаю. Пробую на соль. Соли надо чуть-чуть добавить. И буду закидывать лапшичку. Посмотрите, лапшичка без муки, чистенькая. И бульон останется у нас прозрачным. Закидываю лапшичку. Как закипит, пару минут поварится и будет готово. Лапша у меня варится. Практически она сварилась. Отправляю пол чайной ложки черного перчика. Нарезала я немножко укропчика. Больше добавлять ничего не буду в эту лапшичку. Нам не так будет вкусненько. Пару лавровых листочков положила. Лапша готова. Можно всех приглашать к столу. Посмотрите, какую лапшичку мы сегодня с вами приготовили. Готовится очень просто. Готовится просто, готовится быстро. На выходе получается прекрасный результат. Такая лапша никого не оставит равнодушным. Если вы попробуете такую лапшичку один раз дома приготовить, макароны и изделия вы в магазине больше покупать не будете. Рекомендую приготовить тесто. Оно получается всегда. Получится даже у начинающих хозяюшек. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Кушайте с удовольствием, готовьте тоже с удовольствием, радуйте своих родных и близких. И будьте здоровы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.